Сегодня их методы назвали бы абьюзом или токсичностью, но именно эти педагогические тираны выковали гениев, чьи имена мы до сих пор произносим с придыханием. Ну что, готовы к порции образовательного хардкора? Отец Никколо Паганини запирал маленького сына в темном чулане на 10-15 часов практики в день. Если мальчик фальшивил или ленился, его лишали еды. Результат – это техника, которую современники считали сделкой с дьяволом. Отец Людвига ван Бетховена, мечтая сделать из сына второго Моцарта, часто возвращался домой поздно из кабака, будил ребенка и заставлял его играть до рассвета, не обращая внимания на слезы. Отец великой Клары Шуман превратил жизнь дочери в бизнес-проект. Он лично вел ее дневник, записывая туда то, что она должна была чувствовать, запрещал ей любые развлечения, контролировал ее каждый шаг. Когда Клара влюбилась в Роберта Шумана, Вик устроил настоящую войну, пытаясь разрушить их союз, потому что боялся потерять свой идеальный инструмент. Пока другие дети играли на улице, Леопольд выжимал из сына максимум: бесконечные концерты, репетиции в болезненном состоянии и жесткая муштра. Моцарт-старший видел в сыне чудо Божье, которое обязано было приносить доход и славу семье. Ученик Бетховена и учитель Листа, Карл Черни, был одержим техническим совершенством. Он заставлял учеников играть гаммы и этюды по 10-12 часов в день, превращая игру на фортепиано в механический процесс. Его дом был забит кошками, их было более 7, и современники шутили, что он относится к ученикам с той же холодной системностью, что и к своим пушистым питомцам. Танеев, его называли суровым судьей. Он был настолько фанатично предан правилам контрапункта и теории, что его боялись даже признанные мастера, боялись с ним спорить. Он мог довести ученика до слез, просто разбирая одну строчку партитуры в течение 5 часов, доказывая, что в ней нет, цитата, математической правды. Даже Чайковский, будучи его другом, побаивался показывать ему свои новые сочинения. Надя Буланже. Эту женщину называли самым строгим педагогом 20 века. Через ее руки прошли Бернстайн и Квинси Джонс. Она требовала знать наизусть все 48 прелюдий и фуг Баха. Опоздание на минуту приравнивалось к предательству. Ференц Лист не брал денег за уроки, но требовал абсолютного поклонения. Он мог впасть в ярость, если ученик играл без души, швырял ноты и заставлял переигрывать один пассаж сотни раз, доводя пианистов до нервного срыва. Великий Генрих Нейгаус, учитель Рихтера и Геллиса, мог быть также беспощадным, если он видел отсутствие мысли за техникой. Его критика была испепеляющей. Он верил, что техника без культуры – это механический шум, и ломал ученика, чтобы достать из него художника. Дмитрий Башкиров, эмоциональный вулкан, выдающийся пианист и педагог, был известен своим взрывным темпераментом. Ну, вы помните, да? Ира, тарам, сепарат, форшлаг. One, two, three. One, two, two-та. И one, two, three. Они должны учиться. На уроках он мог кричать, топать ногами, доводить студентов до эмоционального истощения, требуя не просто правильных нот, а предельного, почти болезненного накала чувств. Его критика была очень острой, и выдержать ее могли только люди с железной психикой. Яша Хейфиц, величайший скрипач 20 века, в преподавании был так же безупречен и холоден, как и в игре. Он не терпел ни малейшей небрежности, ни в одежде, ни в осанке, ни в звуке. Он мог выгнать ученика с урока только за то, что тот пришел в неподобающем галстуке или посмел, мол, спорить о трактовке пассажа.
Его девиз был: если вы не можете сыграть это идеально с первого раза, зачем вы вообще взяли в руки скрипку? Петр Столярский создал в Одессе настоящий конвейер вундеркиндов. Дети занимались по 8-10 часов. Он говорил: вашему ребенку не нужно детство, ему нужна скрипка. Учитель Ицхака Перельмана и Пинхаса Цукермана верил в абсолютную дисциплину. Он требовал от учеников полного подчинения. Иван Галамян мог диктовать, что студенту есть, сколько ему спать и с кем дружить. Любое отклонение от его метода каралось изгнанием из класса без права возврата. Самый шокирующий пример педагогического давления в современной истории – это отец пианиста Лан Ланга. Когда 9-летнего мальчика отчислила репетитор в Пекине, заявив, что у него нет таланта, отец впал в неистовство. Он потребовал, чтобы сын покончил с собой, выпрыгнул с балкона или принял таблетки, так как жизнь без первого места не имеет смысла. Лан Лан в ужасе пытался расшибить руки о стену, чтобы никогда больше не играть. Позже они примирились, но этот инцидент стал символом тирании музыкального воспитания, создавшего одну из главных звезд 21 века. В автобиографии Лан Лана фигурирует также учительница, которую он называет профессор Энгри. Точного имени ее я не помню, если знаете, пожалуйста, напишите. Она была воплощением системы, которая и сегодня доминирует в элитных музыкальных школах Азии. Ее метод заключался в тотальном обесценивании. Она не просто критиковала технику, она методично уничтожала личность ученика, считая, что только в состоянии полного отчаяния музыкант перестанет играть просто ноты, а начнет извлекать звук. Сегодня такие школы работают как закрытые интернаты, где камеры следят за 14-часовыми занятиями детей, а любая ошибка на экзамене ведет к немедленному изгнанию из касты избранных. Да, это система таких вот звездных инкубаторов. В 21 веке центр жесткой педагогики как раз вот сместился на восток. Это Китай, это Южная Корея. Здесь обучение музыке часто напоминает подготовку олимпийских чемпионов. В некоторых специализированных школах-интернатах детей контролируют 24/7. Камеры в репетиториях, это штрафы за ошибки, это железная дисциплина. Это дает фантастическую технику, но западные критики часто спорят, мол, как такой конвейер повлияет впоследствии на психику детей. Как вы считаете, в каком возрасте вообще строгость педагога оправдана? С самого детства, когда нужна база, когда нужно заложить базу, только в вышке, когда человек уже выбрал свой путь, или никогда? Потому что талант может раскрыться и в любви. Пожалуйста, оставляйте свои ответы, свое мнение об этом. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!